10 дней назад мы закрыли 4 баночки 1,5-литровых помидор. Они оказались настолько вкусными, что осталась уже одна. А зима еще не началась. Будем закрывать больше. Для начала закинем зелень. Петрушу кидаем прям весь стебель. По 3-4 штучки в банку. Вот так вот сомнули ее и кинули. Не заморачивайтесь с ней. Укроп беру вообще вот так 5-6 веточек, сминаю и закидываю. Зелень с слегонца поправляем, где криво лежит. Зелень закинули, теперь нарезаем лук кольцами. Чистим перец от серединки и косточек, и тоже его нарезаем. Итак, в этот раз я взял больше лука и чеснока, потому что это тоже очень вкусно. Зимой под закусочку это будет очень самое то. Чеснок разрезаем на 2-3 части. Лука взял 4 штучки, вам тоже рекомендую больше его брать. Режу полукольцами, толстыми такими. Хрустящий сладенький лучок зимой, закуска еще та, залетит на Новый год за милую душу. Перец разрезаем пополам, чистим от серединки и косточек и режем на 4 части. Итак, на 4 банки у нас 5 килограмм помидор, 4 лука, 9 зубков чеснока и 6 перцев, порезанных на 8 частей. Теперь самое интересное. Закидываем 1-2 кусочка чеснока, по одному луку на донышко и начинаем закидывать помидорки. Третью часть закинули, закинули 1 лучок, чесночок, 2-3 перчика, 4 и помидоры закидываем. Не утрамбовываем ничего, просто вот так, как сами легли, так и легли. Вот так, смотрите, чтобы не запихивать пальцами, не давить на них, чтобы они не давились, эти помидоры. Просто берете банку, вот так вот трясете, пару раз постучали, все, и оно то, что надо, осело, не надо ничего давить. И продолжаем закидывать. Снова по расчетам все четенько получилось, все помидоры, все 5 килограмм залезли сюда. Осталось немного перца, поэтому мы его раскидываем, где в щели можно засунуть. Вот так. Когда зальем кипятком, произойдет небольшая усадка. Закипело у нас 5,5 литров родниковой воды. Мы сейчас зальем первый раз кипяток до полного, остальную воду выльем. У нас будет известно, сколько рассола у нас имеется. Итак, заливаем аккуратненько, не спеша воду. Заливаем воду до полного. Даем постоять минут 15, а пока не будет стоять, вы подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Потому что с этим рецептом вы будете меня зимой вкусно вспоминать. Помидоры наши постояли 15 минут, теперь мы их сливаем назад в пустую кастрюлю. Если у кого-то нету крышки, которая надевается и сливать, чтобы помидоры не выпали, советую вам просто взять обычную крышку капроновую, прорезать в ней отверстие, и все будет отлично. Берем и сливаем в пустую кастрюлю. Слили мы назад воду, и у нас получается, что 4 литра заполняют все наши 4 банки. Теперь смотрите, очень внимательно. Количество ингредиентов для нашего рассола мы определяем не по количеству килограмм помидоры или количество банок, а по количеству воды, которую мы слили с этих банок. Вот мы слили здесь 4 литра воды. На эти 4 литра и рассчитываем. Проверенная уже нами формула для вкусного рассола: на 1 литр воды мы добавляем 100 грамм сахара, 25 грамм соли и 75 грамм уксуса. Так как у нас 4 литра воды, берем весы. 4 литра воды, значит 400 грамм сахара. Высыпаем в наш рассол. Когда высыпаем сахар, обязательно помешиваем, иначе он слипнется там комочками, долго может быть. Соли на 4 литра 100 грамм соли. Соль использую крупную. Соль высыпаем тоже в рассол. Но можно не помешать, она не слипнется. Уксуса на 4 литра воды добавляем 300 грамм. Уксус 300 грамм выливаем в наш рассол. Даем рассолу закипеть и покипеть минут 5-7 и выключаем. И будем заливать в банки. Рассол наш закипел и покипел 5 минут. Дали ему постоять 5 минут и аккуратненько заливаем. Потихонечку, маленькой струйкой. Так, сантиметр не доливая до конца.
Вот так вот наливаем, чтобы покрыть полностью все наши помидоры. Залили рассол. Теперь накрываем крышками, которые я минут 5 прокипятил в кипятке. Накрыли крышками и даем им минут 5 стабилизироваться, успокоиться, потому что вон там бульбочки выходят всякие. Вот видите, с помидор выходит. И начнем закатывать. Для тех, кто первый раз закрывает, я думаю, ничего сложного здесь нету. Разберется сразу по ходу действия с первых секунд дела. Прокрутили, подтянули. Прокрутили пару раз, подтянули. Вот так вот легко и просто мы на зиму закрыли вкусные помидорки. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Быть добру, всем пока!